Ребята, я еду на рыбалку. Посмотрите, как у нас метет. Посмотрите, вся дорога в снегу. Столько машин уже было скинутых в кювет. Кошмар! Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Посмотрите, как чудно метет. И это значит, что зима продолжается, и я снова на рыбалке. Перед вами вот такое вот интересное водохранилище. Называется оно Дубровское. Здесь очень большая глубина. Там вон вдалеке вижу палатку. На самом деле я думала, что будет больше людей, но нет. Куда пошел? Куда пошел? Вернись! Рамс! Так, вот мой багажник, пока он загружен. Здесь стоят саночки, 2 штук, пол, палатка и все мои снасти, как обычно. Будем выгружаться. Пол. Обязательно вода. Так. Рыбы. Лопата. Лопата нужна, потому что очень много снега, чтобы снимать слой снега со льда. Мой спальник. Оп. Ну и, конечно, вот глубокая корыта, и там есть маленькая корыта. Так, ледобур. Ледобур я вообще транспортирую вот в таком вот чехле специальном. Но, чтобы он не мочился, я сразу обычно вот так вот достаю и все. Ледобур у меня 130-ка Мора Айс. Ну что, народ, первый заход. О! Первые сани, лопата, вторые сани. Так, вышла на лед. По первым ощущениям вроде бы лед нормальный, но я все равно предпочитаю забурить хотя бы одну лунку сейчас вот на выходе, чтобы знать приблизительную толщину льда. Здесь достаточно глубоко. Если здесь будет нормальный лед, то он должен быть фактически нормальный везде. Будем надеяться, что монолит и будет безопасно ночью. Сейчас проверим. Bet you never loved someone. Bet you never loved somebody like I just did. Bet you always hurt the ones. Hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, 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 nothing. You don't know what it feels like. Baby, I'm hurting, 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 hurting. And you don't even ask why. Why I'm staying up all night. I haven't slept since you came into my life. Why I'm drinking all the time. Why I'm feeling lonely when you're here by my side. Добралась, наверное, практически до назначенного места, для которого я хотела. Так вот сейчас я хочу найти перепад глубины. В предыдущей лунке было 8,3 метра. Так, в этой лунке показывает тоже 8,3. Сейчас посмотрим. Еще раз. Да, ребят, 8,3. Вот здесь уже 8,8 метров. Видите, даже чертит на дне такой как перепад глубины с более с маленькой на большую. Здесь дальше идет плато. В ящике у меня есть парочка моих рабочих мормышек. Я возьму такое, самое, так сказать, уловистое. Перчатки можно пока снимать, бо все намочу и запутаюсь. Вот. Самая моя любимая мормышка — это мурашек. Уже кто меня смотрит, знает, это вот мормышка. Мне нравится ее форма, на нее клюет разная белая рыба. И мне нравится, что здесь рамс, что с лицом. Очень острый крючок. И удочка абсолютно простая, легенькая такая вот с киочком. Я даже сегодня, кстати, перловки, видели, заварила.
здесь будем сейчас ставить лагерь. Начнем с пола, потому что под него надо сделать луки. Рамс, прекрати. Опа. Сейчас зачистим пасочку. Выбрала я перепад с глубины 9 метров на 8,5. Интересный такой достаточно рельеф получается. Мне кажется, что это прям как кормовой стол должен быть. Сейчас буду закармливаться, буду кормить прикормкой готовый РС. Вот у меня есть готовый на леща корм и готовый на плотву по холодной воде. Готовые, мешать не нужно. Сейчас я сначала закормлюсь кормом, может быть, добавлю чуть-чуть лимонничка, чтобы привлечь рыбу. Короче, по 2 кормушки запустим в лунке возле палатки. И потом закончим все остальное обустройство, так сказать, лагеря. Собака уже, смотрите, лиса махала. Думает уже, ну когда наконец-то они разложат домик, чтобы я погрелся. Так. Сделали такой как кормовой стол и чухнули. Единственное, что лиманника можно дать где-то посерединке кормушечку кормления. Вот я сейчас еще 2-ю кормушку закормлю, а дальше дам лиманника и сверху накрою еще 2 кормушками корма. Для чего? Для того, чтобы рыба потом, когда подходила, она не сразу жрала лиманник, а ковырялась в нашем корме. Наконец-то пришло, ребят, время разложить удочку и посмотреть, собралась ли рыбка на корм. Закину пока одну, потому что хотела еще немножко докормить. Посмотрим, подошел ли кто-нибудь на первый закорм. Вот этот вот стартовый мой. Так. Первая поклевочка. Рыбы так вообще здесь не было. Сейчас посмотрим. Кто это? Плотвичка. Сейчас ее поставим на живца, на жерлечку. Так, ребят. И я хочу поставить, как обычно, пару ставочек. Причем я хочу установить ставочку, знаете где? Там, где закормила луночку. Хотя бы одну попробовать на закормленном месте. Ведь если я собрала там малька, допустим, да, или вот такую вот рыбку, то значит туда подойдет и хищник. Поэтому пойдемте попробуем поставить. Рамсик, отвали, моя черешня. Так, ну и ждем, пока опустится на дно. Да, рыжий? Ждешь, пока опустится на дно? Спать уже хочешь, да? Устал? Устал, пес? Конечно, устал. Еще бы ты не устал столько бегать, как ошалевший. Вот эту лунку я закормила. Глубина 9 метров. Долго, да, сейчас будет выкручивать она у меня здесь. Присыпаю снегом. Хотя на улице пока мороза нет, поэтому я думаю, что особо не замерзнет, знаете.
еще одна плотвичка. Хорошо. Итак, ребят, короче, сейчас вот у меня начались поклевочки, и я хочу посмотреть, что скажет эхолот, подошла рыба или нет. Ну и, как вы видите, рыбу не показывает он. Ага, вот рыбка, смотрите, идет, какая хорошая. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Ходит рыбка, смотрите, ребят. Начал показывать рыбку. Но рыбка-то, бляха-муха, почти под нами, ёпсель-матрёпсель. Так, только что смотрела, ребят, рыбу наблюдала в эхолот. Вот, пожалуйста, есть плотвичка. Я себе уже здесь наловила на живца. Поставлю вот эту плотву, которую поймала. У меня еще 4 жерлицы. Одну я уже на плотвичку поставила. И остальные я хоть карасика брала с собой, но я поставлю на плотву, которая здесь живет, так сказать. Вот так. И не брезгует она, смотрите, брать на такой большущий пучок мотыля. Да, обойди сюда. Там в палатке по тихой грусти поклевывает плотвичка, рыбка под луночкой стоит. Я думаю, чтобы поймать что-то покрупнее, нужно дождаться ночи. Я надеюсь, может, хоть что-то будет клевать, а не будет полностью вообще полное бесклевие. Вот. Ну, а сейчас я хочу попробовать половить вот на такую вот штуку, типа чертик его называют или что. Сейчас попробуем. Ни разу, кстати, на такую штуку не ловила. Купила приманочку такую. Говорят, что на нее клюет белая рыба, клюет подлещик. Лунка закормленная. Чем черт не шутит. А вдруг что-нибудь может получиться у меня здесь в этой лунке. Глубина около 9 метров. 8,7-9 метров. Хорошая глубина. Очень хорошая. Видите, рыбка в этой луночке стоит. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Видели? Ребят, вы видели? Так, не поняла. Посмотрим, что это он у меня тут. Вымотка полная, смотрите, ребят. Не, никого нема. Но вымытка полная и была. Кто-то трогал моего живца. Получается. О, видите, съела плотву. Сейчас рыбу показывать, типа, высоко надо дно. Поэтому, в принципе, сейчас вот ветер немножко закончился. Погода лучше стала. Поэтому можно попробовать и выше помормышить.
Вообще, как я могла вот так вот стоять и не видеть, что поклевочка была, а? Вы мне можете сказать? Ребят, первая рыба в жизни на чертика. Самое интересное, что я даже не надела мотыля. Ну, такой вот кракен, блин, взял, видите, окунь. Хавно. Хавно. Сейчас минут 5 подождем. В этой лунке уже было, наверное, 2-3 схода. Классные, конечно, эти мормышки, но у них очень тупые крючки. Вот у меня мурашики там. О, видите, поклевочка. Поклевочка была. Наверное, ободрала снова мотыля. Нет. Но один сход какой-то был хороший. Что-то я даже не ожидала. Стала поднимать вверх удочку, и оно прям... Удочка, короче, выпала из рук, потому что там во что-то уперлось. Я не знаю, что это было. Вот. Но явно не окунь. А может, окунь покрупнее просто какой-нибудь подошел. Ну что, вот так вот я сегодня расположилась. Вот уже стоит мой теплообменник. Удочки походила мормышкой, попыталась пособирать рыбу. Клюет, но, блин, невозможно стоять на улице, потому что очень сильный ветер. А вот целый день шел снег. Почти горит теплообменничек. Ага. Здесь висят удочки с мормышкой, багорик, телефоны, кормушка для закорма. Ну, как-то так. Так что замахаюсь, пробую ловить. Буду менять наживку. Если что, там буду мормышить. Ну, не знаю, скоро уже темнеет. Посмотрим, что будет ночью и будет ли вообще хоть что-нибудь. Я сейчас сделала закорм. Закормила только из 4 лунок 2 лунки, чтобы не пугать рыбу. Но мало ли, она захочет взять из той лунки, которую я не кормила, да? Поставила на одну удочку очень большой пучок мотыля. Это для того, чтобы крупная рыба, если будет проходить, она увидела насадку и обязательно ее взяла. Хотя бы попробовала попробовать. Вот. Ну и на второй поставила пучок маленький лиманника. Как я это сделала, у меня есть специальный такой зажим, типа как карповый для комбикорма. И вот им я взяла типа пучковяз, или как они называются, и это все дело сделала. Вот такое вот у меня сало прекрасное. Сейчас я буду перекусывать, потом буду готовить что-то горяченькое. Вот. Сало божественное. Купила на Комаровском рынке. А то все спрашивают, где сало. Ребят, сало я сама не готовлю. Зачем, если этим занимаются люди, которые с этим занимаются? Обещают ночью сегодня 13 градусов мороза. Очень резкое похолодание. Палатки прохладно. Палатка большая. Теплообменник маленький. Со льдом этим тоже непонятно. Страшно топить. Рыба есть. Рыба есть. 100%. Осталось ее дождаться выхода, получается. Просто можно упасть в обморок от того, что я сейчас вижу на самом деле. Сегодня я хочу снова потушить мясо, но уже не кусочками, а на ребрышках. Вот такое вот замечательное у меня мясо. Очень вкусное. Собака сразу проснулась, почувствовала запах. Мясо у меня нарезано, уже посолено, и мне остается его закинуть в кастрюльку и добавить к мясу вот такой вот кетчуп и соевый соус. Потом, если необходимо будет, то я по вкусу досолю. Сейчас доведу вот это вот до кипения.
И переставлю на теплообменник. На теплообменнике достаточно высокая температура на поверхности, на металлической. Вот это вот она хорошо передает тепло. И сможет поддерживать температуру кипения, потому что мне удавалось даже наверху на этой поверхности вскипятить себе кофе в гейзере. Ребят, выключила свет, вот поклевочка наконец-то. Сейчас посмотрим что-то небольшое. Ой, далеко тянуть. Далеко, далеко. Что там, лёж, что ли? Ёб, сегодня трясся. Ну ты даешь, чувак. Ты что, королевский или что? Ребята, это просто нереально. Это еще вкуснее, чем в прошлый раз. Это потому, что мясо такое вкусное. В этот раз решила пожалеть желудок и сделать все без чеснока. Прям почти здоровое питание. Ну, это очень вкусно. Мясо вышло нереально вкусным. О, ребят, пока только такой вот засранец. Но ничего, ждем еще. Клюнул на пучок мотыля. А у меня здесь вечерний кофе. Знаете что, друзья и подруги, я бы такую рыбалку, наверное, назвала ленивой, потому что я поехала недалеко от Минска, мне просто сейчас не хватает времени для того, чтобы выехать на более дальний водоем. Например, я хочу на Вилейское водохранилище с ночевкой, и обязательно, я уверена, съезжу в этом сезоне. Доброе утро, друзья! На часах 5:52 я начинаю подозревать то, что ночная рыбалка со льда создана для того, чтобы закормить заранее лунки для вечернего клёва, либо на следующую ночь, возможно, но никак не на ту ночь, в которую ты приехал, потому что уже который раз я рыбачу со льда, кормлюсь, пытаюсь ловить ночью, но у меня ничего не клюет. Рыба ночью ходила под лунками, так показывала холод, но почему-то она не спускалась. Она вся гуляла прям вот в 2 метра, в метре от поверхности луночек. Сейчас очень сильно изменилась погода. У нас была почти плюсовая температура. Теперь у нас очень большой на улице минус 13. Вчера выпало очень много снега. И, возможно, рыбу придавило. Но я так говорю как бы в каждом видео, что кого-то там придавило, но я очень сильно рассчитываю на то, что утром расклюется, потому что я сейчас собираюсь обильно закормиться. Вот. Ну и ждать хоть какую-то рыбу. В прошлом видео все обратили внимание на то, что я выходила на улицу в сланцах, когда сидела в палатке, я не переодевалась в сапоги. И в этот раз я решила купить вот такие вот, типа, ну я не знаю, как это называется, на рынке. Стоили они там 20, в районе 20-25 рублей. Ребята, никогда не берите такую обувь. Она нереально настывает, она не натуральная, и она вообще не греет.
Вы просто не представляете. Мне в тех открытых сланцах было теплее сидеть, чем вот в этом вот. Не берите ненатуральное. Если бы это был натуральный катанный валенок, я уверена, или овчинка, да, там внутри, я уверена, что было бы тепло. Я готова была бы переплатить за то, чтобы мне было комфортно. Самое интересное, что когда я покупала эти штуки, на них было указано до минус 30! До минус 30! Вы это понимаете? Я сижу в палатке. Вы меня уже извините, там, уважаемые продавцы. Я, конечно, все понимаю, да? Но вы просто должны знать, чем вы реально торгуете. Потому что я сидела в палатке, в которой тепло, в которой тут на полу, ну, у меня эхолот показывал, до 10 градусов тепла. И мне холодно! Холодно! Вы понимаете? У меня настывали ноги, пальцы у меня не замерзали. Нет ничего хуже для рыбалки, чем специализированная женская одежда. Она вся холодная. Самый худший вариант — это на зимнюю рыбалку женскую одежду себе купить. Женский костюм, женские сапоги, и вы будете ненавидеть зимнюю рыбалку всем своим грёбаным сердцем. Женщины, девушки и все остальные, покупайте себе мужскую одежду. Я не знаю, чем мы так не угодили мужчинам. Я уверена, что это какое-то проявление так называемого сексизма со стороны мужского пола, потому что для нас, для женщин, специально делают красиво, но холодно. Холодно — это значит, что вы никогда больше не захотите на рыбалку, либо не захотите на нее никогда, но вы на нее не захотите, вы не будете чувствовать себя комфортно, и вы не будете хотеть. Это делают специально, чтобы мы с вами не ездили на рыбалку, вы понимаете? Но это мне так кажется. Чтобы вы понимали, насколько сильный мороз, сейчас я вам покажу, как выглядит тент. Просто понимаете? Есть, ребят. Ух ты, ребят. Ух ты, ребят. Потяжелее, ребятки, что-то идет. Идет, ребятки, что-то потяжелее. Интересно, что там у нас. Блин, 0,8 поводок, страшно, 0,08. О, прям уходит, ребят. Хорошо. Адреналин, ребята. Первая утренняя поклевочка. Будем надеяться, что рыбка окажется на льду. Ребята, смотрите, какой здоровенный окуневич. Опа. Опа, хороший. Смотрите, какой. Красота. И вот такой вот классный окуневич клюнул. Первая утренняя поклевка, вторая точнее. И я думала, это будет подлещик, может быть, какой-нибудь большая плотвичка, а это вот такой вот окуняра, который давил, и прям у меня из-за него руки трястись начали. Красава. Клёвочка. Плотвичка пришла. Ура!
Так, ребят, а я вышла помармышить. И сейчас буду пробовать ловить на маремишку. Давайте попробуем поставить вот так вот мотыля колечко. И помармышить в той лунке, которую я закармливала со вчерашнего дня. А вот, посмотрим, будет что или нет. Поменялся ветер, ребят, направление ветра поменялось. И сегодня мороз. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Я надеюсь, это рыба. Понимаете, сейчас посмотрим, какая. Это у нас окунек. Окунек. Ага. Ну, там, где есть окунь, там может быть и другая какая-то рыба, бель. Я так всегда говорю. Они все там кормятся на одном столе. Есть. Ребят, что-то поживее как-то шевелится. Сейчас посмотрим. Еще один окунь, видите? Еще один. Один.
Ну что, вот такой вот улов у меня за сегодня. Клевали вот плотвицы. Последняя одна была поклевочка. Вот окунек хороший с утра приплыл. Если бы все такие были, было бы вообще зачетно. Ну, как-то так. Мелочи наскребла на мормышку, на поплавочек. Ну, еще что-то посходило, еще что-то на ставочке поставила. Все, с лохматым порыбачили. Ну что, друзья и подруги, такая рыбалка получилась, которая доказывает то, что я тоже простой человек, и у меня не всегда клюет, как из пулемета. Может быть, повлиял резкий слом, может быть, неправильно выбрала место. Вчера было 3 градуса тепла и шел сильный снег, сегодня уже 13 градусов мороза, нету снега, но дует очень сильный ветер. Хорошо, что я вообще увидела поклевки на поплавок и на мормышку. У меня клевали окуньки, была плотвичка, пришел один хороший окунь. Было пару выкладок ночью, но, к сожалению, я их не реализовала, либо рыба не очень хотела у меня клевать. Ну ладно, всякое в жизни бывает. Это тоже глухозимье, рыбу придется искать, и я обязательно ее найду. Кому нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто хочет, может ставить дизлайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!